Ну, привет, Ариш, давай рассказывай. Здравствуйте, что рассказывать? Здравствуйте, Василий Владимирович. Рассказывай, как ты зашла-то в студию к нам? Как ты ее нашла? Почему пришла? Зачем пришла? В чем у тебя была потребность? Вы философские вопросы, знаете, задаете. Вот, видишь, как много. Мне больше вопросов не нужно задавать, поэтому, соответственно, на все вопросы сразу поехали. Как раз Хорошо. это. Ну, во-первых, я занимаюсь тут уже 4-й год. Вот так. Четвертый, разве? 4-й. Да, я Да. думал меньше. Не. Ты же не ходила в школу, да? В смысле? Ну, когда студия была на территории это, Нет, общеобразовательной нет, я не школы. Нет, ходила. не Вот в ходила, первый да? день, ой, в первый год, когда появилась в отдельном пространстве, так сказать, В я арт-пространстве в камин. арт-пространстве Да, камин. все, я понял, да, Да. хорошо. Ну, в общем, я переходила из другой театральной студии, потому что там постоянно менялись преподаватели. И, естественно, это было немного странно, потому что ты Почему? полгода учишься с одним преподавателем по одному как бы предмету, но потом он резко сменяется. Эту театральную студию мне нашла мама, то есть это Мгм. было случайно. И я То попала есть на... мы случайные люди в твоей жизни. Все случайности не случайны, Василий Хорошо, Владимирович. ладно. Еще ты мне будешь говорить про философию. Это хорошо, это. Философ Ариша. Так, ладно. Философ Ариша, Да. хорошо. Вот, я попала на День открытых дверей, где было очень много людей разных возрастов, так сказать. Были там и взрослые, совсем Мгм. дети были. Ну вот, а потом я попала сюда. Ну, открытый урок, это, наверное, может, наверное, какой-то показ был или нет? Или как? Нет, это был открытый Вот, урок. в смысле, открытые двери, скорее всего, да? Да, ну вот первый день. Я А. там познакомилась с своим театральным коллективом, который сейчас уже пополнился. Вот. Так, хорошо. Когда ты ходила в предыдущую театральную студию, неужели только потому, что сменялось, то есть когда сменялись педагоги, там что, там не было какой-то атмосферы, которая бы тянула, чтобы возвращаться туда или Ну, что? во-первых, не было атмосферы, во-вторых, мы делали айболита. Ну, в целом. Ну, слушай, для того возраста, который ты была, может быть, Айболит ты подходил? Айболит-то, может, и подходил, но проблема в том, что мы делали его, там было всего 3 группы, совсем маленькие. Мы были средней группой и старшая. Это уже от 18 лет. И мы все вместе делали айболита, то есть они тоже его делали. То есть вас смешивали вы по возрастному? Да, нас смешивали, чтобы делать айболит. Ну, мне кажется, это Ну, это неправильно. Все, вы каждый в своем возрасте, ну, плюс-минус. Ну ладно, хорошо. И вот ты зашла сюда, и чем тебе... Было понятно, что мама нашла, вы пришли на день открытых дверей или день там этих... День, когда это показ был, неважно. И вот скажи, чем, по большому счету, понятно, что мама нашла, но у тебя же сложилось свое впечатление. И вот это вот первое впечатление, когда ты увидела коллектив, когда увидела взрослых, вот эта вот атмосфера. Помнишь это вот это вот? да, я очень хорошо помню, я испугалась. Я очень испугалась на самом деле. Вот, и я пошла на первое занятие так с мыслью, то что, ну, на всякий случай схожу. Но мне очень понравилось на первом занятии. Правда, вот мне прям очень-очень понравилось. Мне понравилось то, чем мы занимались, потому что это был тренинг. Мы такого не делали раньше, ну, в той театральной студии. Мне понравилось как бы то, что есть какое-то... Ну, то есть есть, например, комната отдыха, где можно просто посидеть. Есть еще одна комната, там, где стол, там есть сушки. Меня привлекли сушки. Так ты что, ради сушек, что ли, здесь? Ну, вот мелочи приятно. Ладно, куплю сушки. Хорошо. Так, расскажи, в каких работах ты участвовала? Я участвовала. Первое – это «Сон Алисы». Я только-только пришла, и меня позвали помогать в старшую группу. Я играла, собственно, там Алису. Дальше это Где были... меня тоже попросили помогать. Да, я с вами играла. Я сейчас вспомнил, что мы же Я вместе тоже с тобой. вспомнила, только сейчас. Мы как бы рядышком стояли-то на сцене. Да, там вообще красота была. А что, нет, Почему что ли? была, она и сейчас есть? Ну, сейчас-то спектакля нет. Ну, а красота осталась? Красота осталась, конечно. У нас все стены в красоте, в фотографиях хорошо. спектаклей. Так, еще? Сказки на всякий случай. Это было много маленьких сказок.
но это были такие сказки, в общем, с философией, то есть со своей какой-то умной мыслью. И, ну, там, естественно, из-за того, что их много было, в общем, были небольшие, я много кого играла. И букашка, и, в общем, и сардина, в общем, и другие животные. И последняя какая? Что? Ну, из работы что делала? Не последняя. Нет, Дальше. из последних. Из последних О Генри, комедия любопытства. Там мы играем зевак в Нью-Йорке. То есть это такая толпа, в общем. Такая... То есть ты из главных ролей? Ну да, кстати, я немножко вниз иду, моя карьера. Вот. И Ворон. Ворон, ну это одна из проектов, да, это все вы участвовали. Скажи, пожалуйста, чтецкие работы ты здесь делаешь или нет? И планируешь ли ты там куда-нибудь на фестивальчик или в этом году, или как Лейла на следующий? Я тоже на следующий все-таки. А почему? А почему не в этом? Василий Владимирович, страшно, что ли? Вы уверены, что вы хотите это знать? Да. Мне кажется, это вас травмирует. Мы не прошли с Лялей. В смысле? Вы взяли всех чтецов, кроме нас. Причем у нас было 3 работы. Одна от меня, от Ляли, и одна на шоу. Взяли всех, кроме нас. И О Генри не взяли, и Ворона не взяли. Видимо, потому что мы там были. То есть вы записали видео, отправили заявку, и вас двоих не взяли? Да. Это, я думаю, все-таки можно вырезать. Нет, это оставим. Это теперь уйдет в вечность. Вечность Ютуба. Будет помнить всегда. Ну, может, не Ютуб, я не знаю, куда мы выложим. Я подумаю. Не пугайте меня, пожалуйста, Василий Владимирович. Давайте, вот ютубчик, это прям... А может, я в Рутюб выложу. Это на здоровье. Хорошо, ладно, скажи, пожалуйста, чем помогает тебе студия в плане жизни? Дает ли она... Ну, понятно, что чтецкий на самом деле... Ну, говоришь, не в этом году, на следующий год. Вот это вообще не должно вас как-то внутри. Для жизни тебе дает что-то здесь? Конечно, дает. Ну, в первую очередь людей, потому что на самом деле, мне кажется, театральная студия, ну, наша, по крайней мере, она совмещает в себе как бы абсолютно, ну, не то что несовместимых людей, ну, то есть с людьми, которыми я сейчас общаюсь, которые мне очень близки, то есть это мой самый вообще тесный круг общения, в других обстоятельствах я бы вряд ли смогла с ними заобщаться. То есть это объединяет, это То есть сближает. если бы вы, допустим, в школе, пускай даже если в одном классе были, не факт бы, чтобы ты общалась с этими людьми. Да, ничего, можешь просто избить меня здесь, да. Давай. Да, я думаю, меня бы травили, если честно. Серьезно? Да. Я знаю. Я даже знаю, кто. Ляля, королева школы, как я. Серьезно? То есть она себя так там ведет? Да. Как много мы узнали. Пошла жара. Так. Контент. Так, расскажи мне, пожалуйста, следующее, наверное, что последний. Для жизни дает, хорошо. Если мы говорим не вот то общение, которое вы, ну, вот внутри общаетесь, а когда-нибудь с незнакомыми или, допустим, в незнакомом каком-то пространстве, куда ты приходишь, дает это какую-то уверенность? Ну, вот какие-то упражнения, может быть, которые... Конечно, дает. Ну, меня театральная студия очень сильно раскрыла. В плане, я пришла как бы с кнопочным телефоном, бывшим очень зажатым ребенком и вообще всякое такое. В смысле? В прямом, у меня кнопочный телефон был 10 лет. Это уже история будет. Как это связано с раскрепощением, объясни. Это чтобы понять образ мой. То есть ты, все, я понял. То есть ты была кнопочным телефоном, а сейчас ты последняя модель какого-нибудь... Ну, не настолько, но... Еще не последняя. Нет, ну... Господи, ну что вы делаете, да я тоже шучу, но, господи, ну почему понимаю? Что ты на меня орешь? Не кричи. Так, поехали. Дальше, скажи, пожалуйста, прочтешь какой-то стих? Ну, или прозу. Или что ты там вот, когда тебя вот это вот не взяли? Хоть кусочек яркий, острый, чтобы показать, что вот это вот все обзавидовали все. Давай. А можете вырезать, пока я не готовлюсь? Зачем?
Ты пока что готовишь. Ты что, полдня здесь будешь готовиться? Нет, У нас хронометраж 15 минут. Ну, минуту. Ты совсем... Ты, если ходишь в театралку, ты должна быть... Хоп, бац, все, готово, сразу читай. А вот это уже давление. Какое давление? Атмосферное давление. Давай, барическая яма, читай. Барическая яма. Готово? Поехали. Я текст забыла. Все? Ну, как так-то? Я могу. Любой кусочек. Не обязательно сначала, вот прям вот. Что вот какой первый? Давай так, вот какой первый, вот сейчас текст, который у тебя, с какой строчки у тебя загрузился сейчас? Ну, то, что мы в новой нашей работе по пластике. Ну, вот и давай, да. Нет, давайте все-таки чтение, я передумала. Я пока не настолько медийна. Ну, ладно, чтобы делиться с этим. Главное, чтобы вот, ну, что ты хочешь вот прочитать, чтобы поделиться этим. И все. Пускай он маленький кусочек, господи, на 1 минутку. Не, ну я уже... Главное показать, хоть чуть-чуть показать талантище, которое вот это вот внутри. Это как угодно. Хочешь сюда, хочешь туда. Ну, хочешь на нас двоих. В смысле, на двоих я и зритель. Я вам буду. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в каком-то там раю. Я забыла, ну что? Ну, не страшно. Туда лучше смотрите, будет удобнее. Потому что все-таки в глаза чуть-чуть сложнее читать. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, уплывших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. Ой, это вряд ли плечо было белое. Ну что обрежете? Давайте я вам обрежу. Не надо ничего обрезать. Давай, Петюнчик, ты большой молодец. Давай 5. Что, можешь вырезать? Ничего я вырезать не буду, потому что пускай все будет по-живому. Смотри, это для тебя будет мастер-классом, что во время интервью, во время, когда ты на площадке не только на сценической, но и вот на съемочной, нужно быть всегда готовым. Попросили, а ты бац, раз, спела, станцевала, стих прочла, прозой добила. Я абсолютно солидарна. Все, собираются дети, нам пора. Это уже начинают ходить, просто у нас тут немножко было шумно по одной простой причине, потому что у нас сейчас будет занятие. Но я надеюсь, что вы поставите палец наверх для того, чтобы Ариша увидела, что не зря она хотя бы несколько строчек прочитала и собралась. Да, я думаю, в эти строчки я вложила все, всю душу. Да уже нормально, хлопни уже. Во! До свидания.